Хозяин показывает вот так, что бы это ни значило. Что нам этих Лобаевых тут со всех сторон суют. Ну, Лобаев появился значительно позже Орсиса. И тут меня терзают смутные сомнения. Всем привет, вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. И у нас сегодня легенда. У нас сегодня Орсис Т-5000. Оружие из фильмов, оружие из видеоигр и просто шикарное оружие. Поехали. Значит, ствол здесь у нас 620 миллиметров. Американская заготовка, то есть ствол, по сути, сделан из американской стали. Чего интересного еще? Приклад у нас, смотрите, такой трансформер, то есть нащечник регулируется, вот это плечо регулируется, но длина не регулируется. Очень интересный, давайте мы вам сразу покажем, как можно почистить затвор. Очень интересная здесь находка. То есть ставим предохранитель наполовину, вынимаем сам наш затвор, тут кнопочка сзади есть, сейчас я нажму. Вот, и у нас он спокойно раскручивается. То есть можно все это дело обработать и почистить, соответственно. Это, честно говоря, снимал я много чего. Такое я вижу в первый раз. Тут, кстати, обратите внимание, надо не слишком перекручивать, а до щелчка. Соответственно, вставляем затвор, опять же, очень простым движением. Контрольный спуск. Предохранитель убираем. Все, ну, в целях безопасности, как мы все знаем, оружие должно быть открыто. Так, что еще интересненького? Патрон здесь мой самый-самый-самый любимый, как думаю, у очень многих людей, это 308 калибр Винчестер. То есть это 7,62 на 51. На данном образце у нас накручен ДТК закрытого типа, что дальше увидите, позволяет стрелять совершенно не затыкая, закрывая уши там, чем угодно. То есть очень тихо работает. Мы тут предварительно постреляли. У нас сегодня погода такая жаркая, мы еще в полях. То есть ветер совершенно по-разному гуляет. 300, 400, 500, понятно, там все это закрывается с первого раза, ну такое оружие. 780 у нас тут сейчас с прицелом возникли некоторые проблемы. Мы, честно говоря, пока не разбираемся, но дальше по ходу разберемся. К моему сожалению, тут, естественно, нету никаких штатных, скажем так, прицельных приспособлений, да, целика и мушки, ну, поскольку это все-таки оружие такое высокоточное, да, там для охоты, для, может быть, снайперов даже где-то, нет-нет, да и да. Вот, я бы, конечно, с рук, ну, я думаю, закрыл бы 780 метров, ну вот, будем сейчас стараться сделать все это с прицела. Так, значит, не помню, сказал нет, это у нас 2015 год, а делаются они, по-моему, с 2010 года или 2012. Да, в Википедию прочитал, и еще один источник, там разная информация. То есть с 12-го ты точно их уже производят, а с 10-го там варианты, как говорит кто, правильно, кое-кто, не буду говорить кто. Прицел этот 5 на 25 на 56, Vortex, Venom, ну, вроде как распространенный, да? Хозяин показывает вот так, что бы это ни значило. Ну, что интересного, вот дорвались наконец-то, я ее, честно говоря, уже год хотел поснимать, все никак не получалось, потому что нам этих Лобаевых тут со всех сторон суют, а до Орсиса никак мы добраться не могли. И наконец-то добрались. Добавим, здесь регулируемые у нас усилия на спусковой крючок. Я, кстати, практически сделал непреднамеренный выстрел один раз из-за этого. Потому что я любитель, да, всего жесткого, такого брутального. Здесь 250 грамм усилия, то есть это, ну, прям женский пистолетик. Ну, для снайперов это очень важный момент, да, вот это натяжение. Чтобы тебя, скажем, мышцы твои не сыграли какую-то злую шутку. Вот, еще от себя добавлю. Немножко я все время оружие с автомобилями сравниваю. Вот смотрите, как определить, красивая, например, машина или нет. Элементарно. Если мы берем машину, любой автомобиль, любой марки, и делаем из него модельку, да, какие продают часто там для детишек в детском мире, там еще где-то, и она смотрится красиво,
это есть красивый автомобиль. То есть он сделан гармонично, что он в любом размере смотрится красиво. Вот эта винтовка, посмотрите, она какая здоровая. Ну, она реально большая. Объективно, кстати, 7 килограмм она весит вот в таком исполнении, что немного на самом деле для такого оружия, но отдачи опять здесь нет никакой, естественно, понятно, все-таки, кто не в курсе, 1 к 200 это уже нормальная отдача, а здесь получается патрон 10 грамм, она 7 килограмм, 1 к 700. То есть ни о какой отдаче здесь говорить вообще не приходится. Так вот, издалека эта винтовка смотрится игрушечной. То есть она настолько сделана гармонично, что ты ее размер не можешь определить. То есть мы вот отходили метров на 10 и смотрим на нее, да, она кажется как будто пневматическая, такая маленькая. Подходишь, ребята, еще раз. Она вообще не маленькая. Вот от слова совсем. Но это есть эстетика. То есть это есть правильные формы, это есть правильный дизайн. То есть когда мы не можем определить, скажем так, вещь какого размера издалека. И сейчас, если мы ее уменьшим вот до такого состояния, она будет тоже красивая. Сделаем ее 10-метровую, она будет красивая. Это есть эстетика. Ну, если кто был до этого не в курсе, что такое эстетика форм. Да, потому что если мы гелик уменьшим, сука, он все равно будет геликом. Ну, как ни крути. Тойоты. Почему люди так любят Тойоты? Потому что всем людям всегда хочется выглядеть хорошо и ездить на чем-то, ну, таком эстетически полном. Вот любую Тойоту, при всей моей не очень сильной любви к Тойотам, ну, поскольку я эстет, да, все-таки Тойота это массовая машина, но любую Тойоту мы уменьшаем, и она красивая. Вот здесь такая же история. Кстати, снимали мы Лобаев, у нас там есть про него выпуск, называется он, у Григория Александровича у нас Урбана, по-моему. Также непреднамеренный выстрел можно сделать, но Лобаев появился значительно позже Орсиса, и тут меня терзают смутные сомнения. Вы поняли, о чем я. Я думаю, что, давайте постреляем, что разглагольствовать, про это уже сказано, пересказано 100 раз. Погнали. Ребят, сначала стреляем на 300 метров, калибр у нас 308, здесь ставим шестерку. Угу. Когда мы на стрельбище, всех остальных предупреждаем, что сейчас у нас будет выстрел. Под огнем! А теперь осталось найти. Потому что кто не в курсе, с этими прицелами, конечно, вот это вечная история. Ага, так, нашел. Производим выстрел. Ну, руку я всегда вот так ставлю. Ага, ну, естественно, мы попали, понятно. Еще бы мы на 300 метров бы не попали. Так, дальше. Нам надо ставить на девятку, это 400 метров. Перезаряжаемся. Находим 400 метров, где бы он ни был. Вон, нашел. Все так же. Плавненький спуск у нас. Есть, гонг. Вот сейчас, кстати, видимо, мы попали в межветрие. То есть я куда целился, ровно в середину, туда она и пришла. Ну вот, ребят, бывает. Так, пробуем 500 метров. Так, это 14, да, у нас? Поехали дальше. Ну, что тут, поделиться впечатлениями, отдачи, естественно, тут никакой. Какая-то, может быть, отдача, я повторюсь, тут 1 к 700. Стреляем, попробуем закрыть 500 метров хотя бы. Слушай, ну, мне нравится, одним словом. Так, 5 патронов у нас магазин, мы про это сказали. Так. Так, что мы берем там, я забыл, 500 метров? Да. Ага, ну поехали. Вот так, ручку сюда чуть-чуть. Так, ушла 11 часов, минута, наверное. Почему? Ветер, кстати, у нас час назад в другую сторону был. Интересно. Давай сюда-то попробуем. Ох ты! Нас сносит практически на корпус. Значит, ребята, итог стрельбы наш сегодня таков, что с ветром мы работать не умеем. То есть 300, 400, 500, понятно, взяли. Дальше варианты.
ветер совершенно разный, и казалось бы, да, такая скорость, все-таки масса, а вот она как сильно, оказывается, влияет на выстрел. Это учитывая, да, что я там в соревнованиях с калаша с открытым прицелом, там 500 метров закрыл с открытым прицелом, причем 2 выстрела. Булат у нас там и дальше, и ребята есть кто дальше, и вот так вот бывает коса на камень. Напишите тоже, вы сколько закрываете на охоте, на соревнованиях, может быть, просто приезжайте, стреляйте с открытого прицела. И напишите прицелом, если у кого по Орсису мужики есть, кто с Орсисом на охоте сколько брал, кого брали, как вообще стреляете, как работает Орсис, вот, скажем так, в таких условиях, в разных. Зимой, летом, весной, у кого какая статистика, мужики, есть, пожалуйста, пишите. Потому что, ну, действительно интересно, оружие культовое просто уже, ну, фантастическое. Цена на него специально не говорю, выпускают его 10 лет, и цена совершенно разная. Я думаю, будем завершаться. Вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода. Подписывайтесь, лайки, колокольчики. Хотите помочь каналу, тоже там ссылочки есть внизу в описании. Пока-пока.